Почему сейчас самое лучшее время инвестировать в онлайн-бизнес круизной сферы туризма? Ну, начнем с того, что это всегда вечно растущий рынок. Люди всегда имеют тягу к путешествиям и к отдыху. Это как потребность поесть, попить воды и так далее. Люди всегда будут думать о своем времени для отдыха. С появлением интернета, с момента оцифровки реальной жизни, все переходят к тому, что они начинают заботиться о путешествиях дистанционно, не прибегая к посредническим услугам различного рода агентств. Большинство уже делают бронь отелей, перелетов, туров и так далее самостоятельно и в пару кликов. Что еще важно понимать? Что люди никогда не перестанут покупать предметы или услуги в интернете. А наоборот, ежемесячно и ежегодно эта тенденция будет расти. В некоторых компаниях объем продаж через интернет уже больше, чем через офлайн. Вы даже можете банально задать себе вопрос: а 10 лет назад я покупал товары через интернет? Я думаю, что вы ответите, что делали ранее единичные покупки, а сейчас вы уже делаете очень много онлайн-покупок и всевозможных услуг через интернет. Это уже нормальная обыденность, это уже привычка. 10 лет назад я также занималась продажами через онлайн. Я начала продавать одежду из Китая через интернет. Это очень интересный опыт. На тот момент я освоила простые шаги, которые нужны были для покупки за рубежом. То есть я оформила валютную карту для осуществления платежей, нашла китайский сайт, который делал продажи и доставку напрямую в другую страну с сайта. И с точными расчетами на этом сайте о доставке, о стоимости товара. Сайт, помню, тогда был на английском языке, я использовала просто автоматический переводчик сайта и таким образом перепродавала товар с наценкой 30% за свои посреднические услуги. То есть по факту 30% я получала за то, что я оформляла заказ вместо покупателя и делала оплату со своей валютной карты. Сейчас каждый уже может самостоятельно осуществить покупку с AliExpress или Joom или Wish и множество других сайтов и приложений. И сейчас никому даже в голову не придет мысль о том, что это сложно, и для этого нужно воспользоваться услугами посредника для выкупа товара. А раньше, 10 лет назад, я на этом зарабатывала, то есть я была таким же посредником на вот таких вот обыденных, обычных делах. И раньше я получала даже на этом ежемесячный доход, который был на уровне ежемесячной средней зарплаты в нашей стране. Я вам даже больше скажу. Почему продажи будут усиливаться онлайн? Потому что растет новое поколение, и это поколение вообще не знает о том, что было когда-то время, когда не было интернета, когда не было сети. Это поколение, когда у них с юных лет уже имеются аккаунты в соцсетях, они не могут себе даже представить, что можно вообще как-то поступать иначе. То есть они учатся онлайн и вообще все делают онлайн. Делать что-то не онлайн для них это странно, непонятно, некомфортно, неудобно. И это поколение не какое-то будет через 20 лет, оно уже активно растет. Я думаю, интервал еще примерно 10 лет, и все люди, абсолютно все, будут пользоваться интернетом. Те, кто не будет пользоваться интернетом, в принципе, не останется. Теперь про онлайн-бизнес в сфере туризма. Сейчас активно развивается тенденция самостоятельного онлайн-бронирования. Онлайн-бизнес – это бизнес, который осуществляет процесс раскрутки и продвижения полностью онлайн. Из-за того, что он полностью онлайн, нет никаких издержек по просрочке товара, по логистике или еще каким-либо издержкам офлайн-бизнеса. Из-за того, что это онлайн-бизнес, его можно сделать автономным. То есть это бизнес полностью автоматизированный, без участия собственника этого бизнеса и без рабочего персонала.
Ваш бизнес онлайн – это будет полностью автономная система, и это даст возможность реально зарабатывать, иметь определенную стабильность и не быть привязанным к какому-то месту жизни, а путешествовать по миру и реально вообще больше времени проводить с семьей, заниматься своими делами, своим развитием и так далее. Всевозможные сервисы и программы для автоматизации онлайн-бизнеса, они созданы как раз для того, чтобы освободить ваше время. И мы, наша команда, мы знаем и умеем, как работать с этими сервисами, и умеем их настраивать. По поводу туристического рынка и бизнеса онлайн. Рынок офлайн точно уходит, его становится все меньше и меньше, и это происходит по всему миру. Почему сейчас лучшее время инвестировать в туристический онлайн-бизнес? Наша компания Incruises развивается в индустрии круизного туризма, и это самый быстро растущий сегмент в индустрии путешествий стоимостью $8 триллионов в год. 8 триллионов долларов в год. 110 новых кораблей будет построено в ближайшие 10 лет. Это то, что уже оплачено, спроектировано и уже строится. То есть это еще не на каких-то там словах, это уже идет обустраивание полным ходом. По данным Всемирной круизной ассоциации КЛИА, в 2019 году в круизах побывало около 30 миллионов пассажиров. Только 3% людей, которые когда-либо побывали в круизе, из этих 3%, 87% снова возвращается в круизы. Только 20% населения США путешествовало в круизах, менее 10% людей из Европы и менее 2% из других стран. Как видите, огромное количество людей, которые еще никогда не были в круизе и мало что об этом виде отдыха знают. Этот рынок имеет огромный потенциал роста, несмотря на любые кризисы. О том, как повлиял кризис на круизный бизнес, я расскажу несколько позже в следующих видео. Сейчас кликайте на следующее видео, чтобы ознакомиться с нашим предложением и ожидаемыми результатами нашего с вами сотрудничества.